Привет, YouTube, и это рубрика «НАИ Бизнес», где я рассказываю реальные истории обмана и мошенничества, которые произошли с вами. Здесь мы вместе раскрываем схемы развода и учимся на чужих ошибках. И сегодня я расскажу вам о том, как мошенники разводят девчонок на улице, представляясь работниками ЛДБТ, о милых инстаграм-магазинах детских товаров и колясок, которые наживаются на молодых мамочках, а также о взломе и вымогательстве в социальных сетях. Если вам тоже приходилось сталкиваться с мошенниками и вы хотите поделиться своей историей со всеми, то пишите обязательно в мой телеграм-бот, и я сниму об этом выпуск. И помните, что выпуски сейчас выходят не по графику, поэтому, чтобы ничего не пропустить, пожалуйста, нажмите на кнопочку подписаться и колокольчик. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Сегодня уже всем очевидно, что духи от элитных производителей, всякие там Диоры, Армани и Шанели, которые продаются на рынках, остановках и подземных переходах, с оригиналом не имеют ничего общего. А что если вот, например, к вам обратился представитель официального магазина крупной российской сети, продающей духи, и предложил поучаствовать в акции «Оригинал парфюма за спасибо». Вы согласились бы? Именно такая история произошла с одной из моих подписчиц. Я шла в сторону метро Менделеевская, когда ко мне подошли два молодых человека, очень прилично одетых, и на одном из них была кепка, на которой было написано ЛДБТ их фирменным шрифтом. Они представились промоутерами, они сказали, что сегодня магазин проводит замечательную акцию. Суть акции заключалась в том, что я получаю 3 парфюма, достаточно дорогих. Они достали фирменный пакетик ЛДБТ, из которого вытащили Boss, Gucci и парфюм Молекула. Я получаю парфюмы бесплатно, но с одним условием, что я должна выставить сторис или пост с этими парфюмами. Отсканировали штрих-код с одной коробки в каком-то приложении, и там якобы выдалось, что это оригинальный аромат, но это приложение выглядело очень странно, и оно было не похоже на сайт ЛДБТ. То есть всего лишь за рекомендательный пост в Инстаграм с неизвестным количеством подписчиков, потому что промоутеры даже не спросили, сколько подписчиков у девушки, может, там вообще 3 человека. Так вот, за все это выдают дорогущий парфюм. Прямо халява приди. И эту халяву втюхивают всеми силами. Убеждают, что халява настоящая. Смешно. Представляете, они знают, что у людей могут возникнуть вопросы о подлинности духов. И даже когда такого вопроса нет, они сходу эту подлинность прямо на улице начинают проверять. На варе, как говорится, шапка горит. Но давайте разбираться, что за код на духах они проверяют. На упаковках флаконов духов производители размещают так называемый уникальный батч-код. Это короткий код из цифр, букв, который содержит информацию о дате, месте производства, сроке годности парфюма и партии. Вроде бы круто, но проверить подлинность по коду невозможно. Во-первых, код можно наклеить или нарисовать прямо на пачке, а значит, это сделать легко. Во-вторых, официальной базы для проверки таких кодов не существует. Коды проверяют на официальных сайтах, но в большинстве случаев на сайтах, которые сделали любители, просто насобиравшие в интернетах базы с кодами. И в-третьих, батч-коды легко подделать. Что мешает набрать батч кодов из интернета или с упаковок реальных духов и тупо скопировать на свои пачки? Вон в сети проверяют батч-код поддельных духов, и он рабочий. Единственная лазейка в батч-коде — это когда поддельные духи настолько плохо сделаны, что батч-код на флаконе не совпадает с батч-кодом на упаковке. Или его просто нет. Вот как, например, здесь. Но в целом трюк с проверкой подлинности батч-кодов — абсолютный бред. А еще бредом оказалась обещанная халява. Потому что сразу после того, как моя подписчица согласилась на пост, ей объявили дополнительные условия. Когда меня спросили, вы согласны, я сказала, что да, потому что времени подумать они вообще не давали. Парфюм мне достается бесплатно, но им нужно отчитаться перед руководством магазина, что они действительно эти парфюмы, эти наборы, что они их раздают, а не что они забрали их к себе. Поэтому мне нужно будет заплатить какой-то закупочный минимум, который составляет всего 5000 рублей за весь набор. А в магазине мне бы этот набор обошелся 1025. Обстановки, в которой я находилась с этим психологическим прессингом, я не смогла сразу понять, что это бред и что эти люди мошенники. Я была до последнего уверена, что это реально просто такие назойливые промоутеры. Это было похоже на гипноз, как будто вас очень старательно гипнотизируют. Но моей подписчице в итоге повезло. Она буквально спряталась от этих мошенников, потому что они ее преследовали до самого банка. Стояли у входа. Очень такие, знаете, оказались настырные типы. И ей пришлось попросить у сотрудников банка убежище, чтобы дождаться, пока они отстанут. И пока девушка в шоке сидела в банке, она зашла на сайт ЛДБТ, и вот что там пишут. Сам магазин предупреждает своих покупателей не вестись на этот развод. Вот текст с официального сайта. Сеть магазинов парфюмерии и косметики ЛДБТ предупреждает о выявленных случаях мошенничества с парфюмерией и косметикой. Сообщаем, что сеть магазинов не осуществляет торговлю нигде, кроме стационарных магазинов, либо посредством официального интернет-магазина. Но на самом деле эта история не ограничивается одним лишь городом, одним магазином
коленом и одними духами. Разводу 100 лет в обед. И кроме Иль де Батте могут прикрываться летуалем. Так, например, делали в Нижнем Новгороде. Кому-то предлагали не только духи, но даже тушь от МАК и палетки Никс. Ну, как говорится, кто на что гораст. И судя по тому, что схему используют до сих пор, значит, она рабочая. Прошу вас, пожалуйста, проходите мимо таких акций и в случае чего сразу звоните по официальному номеру магазина и спрашивайте у них, ваш ли это промоутер и ваша ли это акция. Уверена, в магазине вам с радостью ответят, а промоутера как ветром сдует. Знакомьтесь, YouTube-блогер Екатерина Михайловна Коносова, дочка замминистра Инстаграма. Лично попросили присмотреть. Странная она какая-то. Повисела, малек. Теперь норм. Никто не должен знать, что Екатерина Михайловна андроид. Что это такое было, спросите вы? А это бюджетный косплейный сериал «Анна Николаевна». Отечественные ученые разработали идеальную женщину-полицейского, андроида Анну Николаевну, и внедрили ее в российские реалии, в обычный провинциальный городок, где Анна всех опрокинула через колено. Как, зачем, почему и что из этого вышло, можно посмотреть по подписке на Кинопоиск HD. Кроме Анны Николаевны, на Кинопоиск HD уже более 1000 фильмов и сериалов, и постоянно проходят премьеры и появляется что-то новенькое. Тут вы найдете картинку в высоком качестве, любимую озвучку и да, никакой рекламы. Но если вы хотите целый месяц смотреть все бесплатно, то советую подписаться прямо сейчас. Для новых пользователей действует акция 30 дней подписки бесплатно, а по промокоду Катя Анна целых 45 дней. Скорее переходите по ссылочке в описании и наслаждайтесь хорошим кино. Следующая подборка истории о вымогательстве и взломе в социальных сетях. И первые мошенники, о которых я расскажу, просто поражают своей наглостью. Одной из моих подписчиц в личку ВКонтакте написал админ группы по сливу девушек, чтобы сделать выгодное предложение. Мне пришло сообщение ВКонтакте от якобы администратора группы «Томские курицы». В сообщении говорилось, что некто из моих друзей отправляет в предложку этой группы мою фотографию с грязными комментариями. И, по словам администратора, она написала мне лишь с целью предупредить, что среди моих друзей есть вот такие нехорошие люди. На мои возражения о достоверности информации, которая была указана в посте, администратор ответила, что публиковать его не будет, так как видит, что все это неправда. Но за небольшую сумму она готова выслать все записи обо мне и авторов этих записей. Письмо смешное, а ситуация страшная. То есть админ великосветского паблика «Томские курицы» — это паблик, где публикуются всякие мерзкие рассказы и фотки на девушек. Так вот, этот админ, весь такой святой, стучится конкретно к этой девушке и пишет: «Эй, я обязан выложить твои голые фотки. У меня работа такая тяжелая, но совесть мне не позволяет. Я-то вижу, что у тебя глаза честные. Скинь сатена». А дальше переписка. Какая сумма? 300 рублей осилишь? Ну, а у меня есть выбор. А выбор-то реально есть. Моя подписчица не растерялась и дожала мошенников. Так как я уже слышала о таком разводе и продолжала диалог только чтобы получить реквизиты мошенников, естественно, никаких денег я переводить не стала, а связалась с техподдержкой банка и отправила разъяснительное письмо этому администратору. Что ей сделали в ответ? Отправили в черный список. Умных просто не любят. А вот похожая история, но уже с использованием взломанного аккаунта. Девушка, вернувшись домой, не смогла зайти в свой профиль и обнаружила, что с ее адреса кто-то разводит мужчин на голые фотки пониже спины и на деньги. Здравствуйте. Вчера я пришла домой, зайти в контакт у меня не получилось. Пришлось ввести новый пароль и номер телефона. Но пароль был неправильным. Я создала новый пароль, и когда зашла в контакт, то поняла, что меня взломали. На аватарке была другая фотография, еще десятки диалогов с какими-то мужчинами. Посмотря их, я поняла, что девушка написала боту знакомства по фото. Там она написала всем, кто ей предложил встретиться. После этого она присылала интимные фото, а потом ждала в ответ интимные фото мужчин. Она писала, что я перешлю эти фотографии твоим родственникам и друзьям, если ты не заплатишь 1000 рублей. В итоге она и вправду рассылала эти фотографии. Правда, я успела их удалить. А ей реально заплатили 3 человека. Это тот случай, когда твой профиль делают мошенническим. И в подарок ты получаешь стресс и кучу голых фоток от незнакомцев. Ну, так себе приключение. Но это не последний метод развода, которым вы со мной поделились. Как оказалось, через взломанный аккаунт абсолютно любой социальной сети к жертве может постучаться старый друг и начать жаловаться на проблему недоступного телефона. А дальше этот старый друг попросит подозрительный код по СМС. В ВК мне приходит сообщение от моего друга с просьбой помочь. Примерно он описывал это так, что я должна скинуть ему свой номер телефона, на который должен прийти код, который нужен вроде как для регистрации на каком-то сайте. Я дала ему свой номер телефона, мне пришел код, но пришел код от оператора МТС. В сообщении вместе с кодом было написано: никому не показывайте этот код. Я тогда поняла, что, наверное, здесь что-то не так, и я ему код этот не стала скидывать. Как видим, девушке пришел код подтверждения одноразового доступа к сервисам МТС. И если бы она выполнила просьбу мошенника, назвала код,
код, то дала бы доступ к своему личному кабинету МТС. Чем это опасно? Да банально спишут деньги со счета твоего телефона или карты автопополнения. Но намного хуже то, что они могут просто настроить переадресацию звонков и СМС, которые дадут просто безграничные возможности для мошенников взламывать уже не только другие социальные сети, а также и мобильный банкинг и получать доступ к вашим счетам. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Следующую историю мне прислала моя подписчица, которая уже давно работает в индустрии детских колясок и вещей для малышей. Она заметила, как много в Инстаграм развелось аккаунтов мошенников, которые просто обманывают молодых мам на серьезные деньги. И вот как выглядит типичный профиль. В ленте детские фото, милые картинки, а следом продажи колясок и детских стульчиков по подозрительно выгодным ценам. Вот пример. В Инстаграм-магазине коляска стоит 19 900 рублей, тогда как в интернете цена этой же модели аж 29 тысяч, на десятку больше. Скидки, знаете, такие из области фантастики. Люди видят такие выгодные цены и скидывают продавцам суммы на карту. Только вот дальше их ждет не товар, а бан. Люди начали рассказывать, что якобы они заплатили половину стоимости коляски, и все, их заблокировали, люди пропали, никаких данных. Дело в том, что цена на коляске стоит даже ниже оптовой. Ну, если коротко о страничке, что было замечено мной. Она начинается с каких-то либо детских фоток, картинок разных. Потом начинаются публикации с фотографиями. Фотографии взяты с разных страниц, причем некоторые из них это московские магазины, написала официальным представителям всех польских марок. И люди отвечали, что да, как бы пытались бороться, но ничего не получается, потому что создаются каждый день разные новые странички, и люди все равно на это ведутся. И как по мне, это мошенничество ужасно вдвойне. С одной стороны, это безусловный вред покупателям. Ведь покупателями таких товаров, как правило, становятся девушки в положении, которым волноваться уж точно нельзя. Ну или молодые родители, у которых каждая копейка на счету. А потеря приличной суммы денег и написание заявления в полицию здоровья точно не принесет. С другой стороны, реальные инстаграм-магазины с колясками страдают, что у них воруют фото, после этого люди перестают доверять им. Вообще, я бы в целом не советовала делать такие серьезные покупки по картинке из Инстаграм. Но если вы все-таки решились, то, пожалуйста, внимательно изучайте профиль. У магазина должен быть сайт, адекватные цены, приближенные к рыночным, и реквизиты. Да даже для начала у такого магазина должны быть правильно подписанные модели колясок. Вот тут вообще ошиблись в названии. Подпись одна, а на фото совсем другая коляска. Обман начинается с деталей. Также можно пробить ИНН. Например, в этом магазине он указан прямо в шапке профиля. Ищем ИНН и видим, что вид деятельности – рекламное агентство, а про продажу товара – ни слова. Хотя бы с этого стоит заподозрить неладное. Вердикт следующий. Выбирайте крупные магазины, не ведитесь на низкие цены и проверяйте информацию. Этот печальный пример не значит, что все продавцы в онлайне мошенники. Но это и не значит, что стоит доверять всем подряд. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.